Всем здоров, народ, меня зовут Виталя, и в этом видео я вам расскажу о лучших, а самое главное действующих способах, которые помогут вам повысить FPS в CS 2. Поэтому обязательно досматривайте данный видос до конца, чтобы не упустить важную информацию. А также не забудьте проявить активность в виде лайков, подписок и комментариев, ведь это мое первое видео. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Итак, открываем Steam, находим CS, нажимаем PKM, управление, просмотреть локальные файлы, Game, bin, win64 и находим здесь CS 2. PKM, свойства, совместимость. Отключаем оптимизацию весь экран, а также включите режим масштабирования на приложение. И после этого примените все изменения. Далее переходим в свойства. Отключаем Overlay Steam. Также в параметрах запуска мы прописываем "-high", тем самым включаем высокий приоритет. Переходим в контроллер и отключаем систему ввода Steam. Теперь открываем настройки Steam, переходим в друзья и чат и отключаем анимированные аватары и анимированные рамки аватаров для списка друзей и чата. Далее интерфейс, отключаем плавную прокрутку, рендеринг веб-страниц, аппаратное декодирование видео и уведомления. Также в библиотеке включаем низкую нагрузку на сеть и упрощенный режим. Далее переходим в загрузки и включаем кэш шейдеров и разрешаем фоновую обработку шейдеров Vulkan. Отключаем Remote Play и трансляцию. Теперь я вам расскажу о настройках самой игры. Лично я играю на 4:3, но если вы, к примеру, играете 16:9, то играйте 16:9. Но знайте, чем ниже разрешение, тем больше FPS. Далее расширенные настройки изображения. Повышенный контраст игроков. Выключаем. Вертикальная синхронизация. Также выключаем, ведь мы играем в шутер. Низкая задержка NVIDIA Reflex. Я выключаю так же, как и множество про игроков. Но вы можете сами протестировать у себя на ПК. Далее сглаживание. Для максимальной частоты кадров я рекомендую выключить. Далее общее качество теней. Для максимальной FPS рекомендую поставить на низкое. Динамические тени. Рекомендую ставить от всего, так как этот параметр может дать преимущество в игре. Но для максимальной FPS ставим только от солнца. Выбирайте уже сами, что вам важнее. Детализация моделей и текстур низкая, режим фильтрации текстур билинейная, детализация шейдеров низкая, детализация частиц тоже низкая, глобальное затемнение я выключаю. Расширенный динамический диапазон рекомендую ставить на производительность. Далее Fidelity FX Super Resolution. Я рекомендую поставить наивысшее качество, то есть выключить данный параметр. Но если вам нужно больше FPS, тогда придется пожертвовать качеством картинки. Лично для себя я выбрал вот такие вот настройки оптимальными. Кстати, если вы хотите, чтобы я вам рассказал о том, как сделать такой шрифт, как у меня в этом видео, тогда обязательно пишите об этом в комментариях, и я в скором времени запишу об этом гайд. Далее раздел «Игра», «Общение» и отключите анимированные аватары. Теперь оптимизируем видеокарту. Теперь нажмем PKM по рабочему столу, панель управления NVIDIA. Управление параметрами 3D, программные настройки, добавить и добавляем CS 2. И поставьте точно такие же настройки, как у меня, и примените изменения. Теперь давайте установим высокий приоритет для нашей видеокарты. По ссылке в описании скачайте с моего телеграм-канала MSI Util. Откройте от имени администратора, найдите вашу видеокарту, поставьте галочку, поставьте приоритет High и нажмите Apply. Теперь давайте немного оптимизируем сам Windows. Открываем настройки, система, дисплей, графика, изменение стандартных параметров и включаем планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Далее нажмите обзор, найдите CS и добавьте экзешник CS 2. После чего поставьте на высокую производительность. Теперь раздел игры. Отключите геймбар и включите игровой режим. Также в персонализации не забудьте отключить прозрачность. Далее конфиденциальность. И отключите все тумблеры в таких разделах, как общие, диагностика и отзывы, журнал действий, разрешение поиска,
расположение и уведомления. Ну а на этом у меня в принципе все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также написать в комментариях, как сильно у вас увеличился FPS после данного видео. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать их в комментариях, и я вам обязательно отвечу. Ждите вторую часть, а с вами был я, Виталий. Всем пока.